Ну что ж, всех приветствую. Это продолжение гайда обзора по теплу и климат. И сейчас рассмотрим интересные моменты про пищу немного. Вернее говоря, можно даже все. Как вы видите, здесь есть различные ящики. Вот они. Из бревен, акаций, угля и многого другого. Это все можно паковать. По 8 штук. Дальше это можно обжечь в печке. А можно и сделать выплавку по принципу того, что использовать новую механику, предоставляемую этим модом. Давайте зальем лаву. Все это дело застроим. И посмотрим, какая ему нужна температура. К примеру, тропическая. Ну, даже береза сойдет. Выплавка, пылающая духовка. Возьмем ее для примера и поставим туда. Не бойтесь, она не сгорит. Все. Вот мы получили ящик угля. Теперь мы его можем забрать лопатой. Я буду использовать деревянную, но вы можете использовать любую. Потому как снизу лава, и если я начну ломать, он упадет. Если я был бы в режиме выживания. Поэтому кликаем правой кнопкой мыши. И мы его забираем сразу в инвентарь. Дальше мы можем его разобрать, а можем его и использовать по назначению, сразу в печку. Плавит 72 предмета, все суммируется. Раз уж заговорили обо всем этом, давайте рассмотрим тогда и остальные предметы. Это у нас ящик яблок, картофель, морковь с арбузами, с тыквой, с тростником, адским наростом, ящик с какао. Дальше идет запеченные вариации этих продуктов. Можно складывать так перья, шерсть, кожу, гнилую плоть, кости, паучьи глаза, эндер-жемчуг. Давайте рассмотрим некоторые из этих ящиков, как они выглядят. Вот она гнилая плоть, вот она кожа. Гнилая кожа, все сказал, гнилая кожа. Гнилая плоть уникальна тем, что ее можно превратить в различные предметы. Давайте это запечем дело сейчас. Ой, а это, наверное, высоко для него. Да, высоковато. Нормально. Нет. Что ты будешь? А вот и запеклись наши яблочки. Ящик запеченных. Здесь мне просто не совсем удобно это было делать, потому как я нахожусь на равнинах. Если бы в другом месте, было бы по-другому немножко. А теперь вернемся к ящику нашей плоти. Ну и за основу еще возьмем глину. Глину и плоть. Если ее рассмотреть, после ее собирания, можно ее превратить в ящик костей. Для этого нужно, чтобы была нормальная или сухая температура. Поток воздуха любой, но не плотный.
Давайте это сделаем. Сейчас мы должны это превратить в ящик костей. Сейчас так же, как и яблоки, застроим. Вот он, ящик костей. Также можно из этого получить и, соответственно, кожу. Вот она кожа. Но должно быть мокро, ну или под водой, и та же самая температура. Чтобы этого добиться, можно использовать воду, разлить рядом. И будет мокро. Вот, мы получили сразу кожу. Условия все выполнены. Как для костей, так и для кожи. Следующий у нас будет ящик глины. Глина тоже очень интересная тем, что ее можно рассмотреть и сделать из нее не только глину, но и порох. Как и обратно, как и из пороха сделать глину. Вот он, ящик глины и порох. Для этого нужно горячо или кипение. И чтобы было сухо. Для этого идеально подходит у нас пустыня. Мы как раз находимся рядом с пустыней, поэтому, соответственно, просто можем выставить эти ящики в пустыне и получить наш заветный порох, не убивая криперов при этом. Ой, это ж все проваливается. А теперь остается ждать. Для того, чтобы получить подобные условия дома, можно использовать и, соответственно, факел, потому как факел дает тот же самый эффект. Оставим здесь глину на какое-то время. Мы пойдем в саванну. Даже не то, что саванну, где-то здесь было нормально, вот. И возьмем обыкновеннейший факел. И вот. Оставим это на какое-то время. Там у нас еще не готово. Окружим факелами. Здесь у нас горячо и нормально. Соответственно, оно должно сейчас начать трансформироваться в ящик пороха, который можно собрать лопатой, так же как и уголь, который мы забирали, ящик угля. Сейчас я пока что поставлю на паузу запись, потому как этот процесс не быстрый. Хотя, что нам ставить на паузу на записи, поэтому мы можем начать рассматривать другие аспекты этого мода. К примеру, частичную автоматизацию и создание различных предметов. Деревянные шпиндели, латунные шпиндели, разводной ключ, потому как используется шпиндель, и, соответственно, мельницу. Вместе с этим мы осмотрим теплообменник, сильфон и латунный вал. Начнем с простого. Деревянный шпиндель. Деревянный шпиндель делается из дерева и палки. Окружается латунными слитками. Латунный слиток можно получить из латунного блока. Латунный блок делается из латунной пыли. Латунная пыль делается... Латунный блок пыли делается из 6-медной и 3-цинковой. Далее мы это можем переплавить в печи, а можем воспользоваться механикой этого мода. Давайте для начала возьмем наш латунный блок пыли и рассмотрим его плавку. Вот он, латунный блок пыли, и посмотрим, как его нам приготовить соответственно. Готовится у нас пылающая духовка или выплавка, любые погодные условия, и чтобы было безветренно, то есть вакуум. Сейчас мы этого добьемся. Конечно, не прям вакуум, но будет безветренно. Вот. Выставляем наши блоки.
Чтобы было плотно, то есть безвоздушное пространство, нужно их полностью заставлять. Вот он начался процесс у нас плавки. Звуки я уже услышал, и вот они. Наши два блока, даже 3 было. Я один сломал случайно. Их мы собираем, соответственно, лопатой. Я буду использовать деревянную. Вот. Правой кнопкой мыши мы нажали и собрали латунные блоки. Их мы разбираем и получаем, соответственно, уже латунную пыль. Ну, латунные эти слитки. А вот и наш порох трансформировался. Он тоже собирается правой кнопкой мыши. Так же, как и блоки глины, которые мы создали в пачках. После получения латунного блока мы сделали из него слитки, условно говоря, и, соответственно, сделали латунный шпиндель. Этот латунный шпиндель у нас идет, что ты будешь делать? Идет на создание воспламенителя, разводного гаечного ключа, мельницы, предельницы, латунного вала. Вот они, разные виды. Создается коробка передач и создается, соответственно, вентилятор двигателя. Вот как раз мы их и будем сейчас рассматривать, потому как время еще позволяет нам. Мы, условно говоря, создадим небольшую конструкцию для того, чтобы воспользоваться нашим шпинделем и воспользоваться всем остальным. Кстати, теплообменник делается из вентилятора двигателя, железных прутьев и стальных слитков. Стальные слитки, в свою очередь, получаются из железа, железной пыли. Вот, железный блок пыли. Используется для этого магнетитовая пыль, железная пыль и, соответственно, угольная пыль. Железную пыль можно получить из железной руды и гематита, перита. Ее можно в мельнице использовать. И, соответственно, чтобы создать нам наш железный блок, используется еще и... Где он тут у нас? Магнетитовая пыль, которая, в свою очередь, получается у нас из магнетита. Магнетит получается у нас из черной руды, которую мы уже рассматривали. Так что за основу можем взять сейчас наш блок пыли и посмотреть его плавку. Вот он у нас. Железный блок пыли. Хрупкий, охлажденный. Мельхиора. Вот он, железный блок пыли. Посмотрим, как он у нас готовится. Готовится у нас в печке. Мы получаем хрупкий стальной блок. Но из него мы получим лишь всего-навсего железный слиток. Если же воспользоваться уже выплавкой, то можно получить уже более качественный продукт. Но чтобы до этого дойти, нам надо сначала до этого дорасти. Чем мы как раз и будем заниматься. Посмотрим сейчас на разводной ключ. Что им делается? Разводной ключ используется для того, чтобы поменять балки, как вот видите. Вход-выход. Создадим простую мельницу. Вот у нас сильфон. Возьмем. Поставим его где-нибудь здесь. Нет, не так. Сильфон здесь надо ставить. Потому как мельница будет вот так давать больше у нас энергии. Вот она, начала работать. Можно это делать и без него, соответственно. Для чего это нам надо? Это нам надо для того, чтобы перестать использовать лаву. Потому как она не очень практична, но можно ее использовать. Рассмотрим камеру сгорания, которая работает вместе с сильфоном вкупе. Для этого нужна печь
и 4 бронзовых слитка или латунных. Также 4 редстоуна. Теперь мы возьмем нашу камеру сгорания. Поставим ее, соответственно, здесь. Не совсем удобный ландшафт, надо в другом месте было делать. Вот, мы ее поставили. Что мы теперь с ней делаем? Сейчас мы давайте это перестроим конструкцию в более удобном месте. Там как здесь песок, мне не совсем удобно. Вот она, наша камера сгорания. Вот он наш телефончик. И вот она наша мельница. Теперь мы это все окружаем блоками, чтобы ветер дул только на нее и не разлетался по сторонам. Вот это вот мы все приготовили. Сейчас мы сделаем здесь прокопчик небольшой. Такое вот у нас будет имитированное техническое помещение. Установим рубильник редстоуна, потому как, чтобы когда загрузим топливо, оно у нас не тратилось понапрасну. Я буду использовать ведро лавы, но топливо подходит абсолютно любое. Вот, я его ложу. Вот она. Выключаю. Все. Берем наш климат-контроль. И смотрим, что он показывает. Безвоздушное пространство, все нормально. Теперь же смотрим Oven. Думаю, этого должно стать достаточно для того, чтобы переплавить какие-нибудь простые блоки. Типа блока пыли. Слишком близко поставил. Одну минуточку. Так, ну вот я вернулся. Я допустил небольшую ошибочку. Забыл о том, что нашу печку, камеру сгорания, нужно вплотную ставить. Как вы видите, индикатор у меня стоит выплавка. То есть это смельтинг. 1500 градусов. И этого становится у нас достаточно для дальнейших выплавок. Сейчас я верну рычаг редстоуна. Для того, чтобы просто так не горело. Вот. Я выключил, и все сразу нормализовалось. А вот он наш блок. Готовый блок. Забираем его. Теперь же мы можем плавить железо. Самое главное его успеть остудить. И причем, говоря, правильно. Сейчас мы возьмем блок пыли. Вот он, железный блок пыли. Заставим это все дело. И включим. Вот у нас приготовился один. Но он у нас получился хрупкий. Хрупкий стальной, потому что я поторопился выключать. Включаем его обратно. Хрупкий стальной. Ставим туда, обратно. У меня топливо, похоже, кончилось. Нет. Вот. И в тот момент, когда он у нас накаляется, нам нужно его успеть забрать.
Ага. Сейчас. Вот. Мы получили горячий стальной блок. Теперь нам его нужно охладить. Ставим его в воду и забираем потом. Главное не передержать. Я его передержал сейчас, как вы видели, и получил хрупкий. Пробуем снова. Вот он сейчас остынет. Забираем наш первый стальной блок. Охлажденный. Но радоваться рано. Мы еще его не довели до кондиции. Чтобы он стал стальным, нам нужно воспользоваться магмой. Возьмем блок магмы. Установим его в любом удобном месте и поставим охлажденный стальной блок. И вот он сейчас станет у нас нормальным. Не стал. Получился опять хрупким, потому как ему не те условия. Берем снова охлажденный и ставим. Посмотрим его условия для получения. Вот, мы и получили его. Вот она, наша первая сталь. Продукты отказа. И получаем мы верните. Где у нас тут? Вот. Для того, чтобы его потом сделать нормальным, после охлаждения, нужна вот нормально и сухо. И чтобы было безветренно, самое главное. Это я забыл учесть, потому как у меня уже давно все автоматизировано и давно не возвращался к этому вопросу о автоматизации. Ну что ж, на этом, думаю, мы можем и закруглиться. Уже 22 минуты. Да, конечно, были в этом ролике у меня ошибки допущены. Прошу прощения, что ввожу вас в заблуждение или еще что-то. Но я буду стараться исправляться и улучшать качество подачи роликов. В следующем ролике мы продолжим рассматривать наш теплообменник, силифон, латунные валы и, соответственно, выплавку. Встретимся в следующем ролике. Всем счастливо!